Приветствую, друзья! О мобильном ЦАПе от Айбаса со сменным кабелем мечтали многие. А то, что данный производитель выпустит решение сразу с балансным и обычным выходом на 3,5 мм, я лично даже представить себе не мог. Раньше это было два абсолютно никак друг с другом не связанных устройства. Однако это произошло. Более того, в DC06 установили целых два конвертера от ESS, какой-то сверхточный генератор, ну и помимо PCM и DSD наделили его еще и возможностью полного декодирования MKE потока. Да и по мощности это абсолютный чемпион. До 320 мВт на балансном и до 150 мВт на обычном выходе 3,5 мм. Лучше ЦАПа у Айбаса еще не было. О нем сегодня и говорим. Поехали! Поставляется аппарат в знакомом всем пластиковом боксе с логотипом пройденной HRS аудиосертификации, поддержки PCM, DSD, MKE форматом и полным перечнем технических характеристик с обратной стороны. В комплект нам положили инструкцию, переходник с Type-C на классический уже USB разъем и небольшой Type-C Type-C кабель на матерчатой основе. Аналогичный же Lightning кабель у меня приклеен непосредственно к коробке. Видимо, о владельцах iPhone подумали в самый последний момент, но хорошо, что подумали. Корпус у ЦАПа небольшой, с округлыми гранями снизу и острыми наверху. На фронтальной его части находим наименование устройства, максимальные значения для PCM и DSD форматов и наклейку о HRS аудиосертификации. По торцам находится Type-C вход, цветной светодиод, индикации и два выхода. Балансный Pentacon 4,4 мм и обычный небалансный джек 3,5 мм. Потребляет девайс гуманно, на 5 вольт приходится всего 0,1 ампера, что для такой мощности вообще, на мой взгляд, мизерное значение. Из разрешения нам доступен PCM до 32 бит 384 кГц, нативный DSD до DSD 256 и декодирование MKE формата 16X. При работе аппарат незначительно греется, никакого шума в паузах я здесь не заметил, функция гарнитуры не поддерживается. Из железа нам известно о наличии сверхточного осциллятора Femosecond и двух чипов ESS и ES9219C, позволяющих выжать из героя обзора до 320 мВт мощности на балансе и до 150 мВт на обычном выходе 3,5 мм. Это в пересчете на 32 Ома нагрузки. Чего хватит не только внутриканальникам, всяким вкладышам и разнообразным накладным наушникам, но и довольно тугим полноразмерным решением. Эдак, наверное, до 500. Громкости здесь тоже с огромнейшим запасом. Без установки софта я на десятки не поднимал ползунок выше 12%. Драйверы хотя и позволяют пользоваться ранними версиями операционной системы и добавляют ASIO интерфейс, но заметно уменьшают максимальный уровень громкости и базируются на старом 32-битном движке, который мне, откровенно говоря, не нравится, и я использовал девайс как есть посредством эксклюзивных режимов в WhatsApp. Под Android и iOS ЦАП работает на всех приложениях и сервисах, включая высококачественный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Не забудьте только ее активировать в настройках своего любимого плеера. Фирменным приложением данный ЦАП тоже поддерживается, но из него я смог лишь изменить громкость и отрегулировать некоторые ее параметры. И измерения, как обычно, я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с балансного и обычного выходов на ЦП Еванда Космос. Результаты у них, конечно же, отличаются, но то и логично в силу особенностей данных выходов. Однако на АЧХ там и там мы видим небольшой такой артефакт, причем он точно такой же, как был в базовой прошивке еще в DC05. Так что ждем обновления и для DC06. В остальном же все просто волшебно. Шумовая полка ниже уровня минус 145 дБ. Отличный динамический диапазон и искажения ниже уровня минус 110 дБ, где интермодуляционный даже на пару децибел ниже, а гармонические в процентном соотношении составляют всего 0,5%. Это, конечно, не рекорд, но очень достойные, как для такого малютки, результаты. Лично я абсолютно доволен, но полный список полученных мною измерений я приведу в виде таблиц для вашего же внимательного изучения. Звучит же новинка, что меня невероятно порадовало, очень схоже по характеру с тем самым уже легендарным ЦАПом DC03. Четкое такое максимально техничное звучание с прекрасной прорисовкой нюансов и в то же время очень достойной передачей мелодической составляющей трека. В сравнении с ней DC05 имел более плотное основание и сильный уклон в музыкальность, то есть мягче, лиричнее и теплее. Здесь же приятно хлесткий четкий звук с превосходным
уровнем динамики и сверхреалистичной атмосферой. Больше всего это похоже на Moonriver 2 от компании Mondrop, хотя там все было заметно нейтральнее и суше. Лицом же к лицу мне удалось сравнить аппарат, например, со стационаром SMSL D6 в связке с усилителем HO100. Причем последний мне показался проще и грубее, чем DC-06. Да, вы не ослышались, стационар уступил маленькому решению в 2 раза дешевле, и такое бывает. Впрочем, если к HO100 подключить тоже стационарный DO100, то у героя обзора не останется ни единого шанса. Из прямых же конкурентов под рукой у меня оказалась другая новинка Shanlink UA3, где на подавляющем большинстве имеющихся у меня наушников подача мне показалась более естественной, живой, но заметно уступающей в прорисовке нюансов, общей резкости и техничности звучания. Если хочется, чтобы было красиво, я бы почти наверняка выбрал UA3. Ну а когда требуется очень подробное построение музыкального полотна, то исключительно DC-06. К слову, если UA3 спелся далеко не со всеми наушниками, то DC-06 в этом плане оказался намного универсальнее. Что бы я к нему ни подключал, звучало просто восхитительно. Ну а попробовать с ним мне удалось как полноразмерные планарные наушники Sivga P2, которые ЦАП без труда, кстати, раскачал, так и внутриканальные планарные 7 Гц диока и двухдрайверные динамические Trufer Zero, которым также надо солидно так мощности для раскрытия. С Rapga же Live D01 герой обзора вообще перешел у меня в разряд практически портативной связки на каждый день. Модель LZ4 Pro прекрасно показала себя исключительно с DC-06. Не знаю уж от чего у них такая вот прям синергия. И очень достойно с САПом сыгрались SimGod EM2 Rolteon. Но эта модель, на мой взгляд, звучит на чем угодно. Позже мы о ней подробно поговорим. Бас здесь хлесткий, в меру глубокий, просто сверхтекстурный. Тем, кто любит отслеживать сочетания, например, синтезаторных партий, точно останутся довольны. Серединка четкая, выразительная и максимально прозрачная. Впрочем, я бы все равно ее отнес к мелодичным, хотя и привычного по DC-05 аналогового смягчения здесь почти нет. Его по классике придется компенсировать при помощи ваших же наушников, что я считаю абсолютно верным решением. Если я хочу помягче, то возьму те же SimGod EM2. А если надо, наоборот, слышать мельчайшие отзвуки струн, то, например, Live D01. Да и высокие частоты у DC-06 тоже образцово-показательные, без лишних акцентов, подкрашивания или же манипуляций с динамикой. Все равно такое, каким оно должно быть. Вообще у меня сложилось впечатление, что если UA3 настраивал какой-то звукорежиссер, то DC-06 это продукт творения хорошего технического специалиста, без всяких сантиментов и попыток где-то что-то улучшить. Аппарат звучит ровно так, как и должен звучать любой серьезный девайс. Не стану, конечно, утверждать, что это лучшее, что я только слышал, но между ним Link 2 балл и, скажем, Moonriver 2 я бы выбрал именно героя обзора. Хотя к остальным двум решениям у меня тоже никаких претензий нет. Первый просто немного мягче, а второй, наоборот, чуть-чуть, но нейтральнее. И итогом мобильный ЦАП Айбаса DC-06 действительно является тем самым долгожданным продолжением легендарного DC-03. Технический аппарат тоже заметно так повзрослел. Внутри стоят два актуальных на сегодня конвертера, которые завязали на сверхточный внешний осциллятор. Ну и 320 мВт мощности для такого форм-фактора абсолютный рекорд. И это с учетом очень бережного отношения к питанию. Кроме того, производитель наконец-то прислушался к своей аудитории и сделал сменные отличного качества кабели для Type-C и Lightning. Ну и как не отметить сразу, друзья, два выхода. Балансный пентакон 4,4 мм и классический джек 3,5 мм. Технический аппарат превосходен, что прямо подтверждается его измерениями. Да, есть там небольшой косяк в АЧХ, но его, как всегда, поправят прошивкой. Такое уже было у прошлой версии девайса. По звучанию же мы имеем то самое техничное, очень чистое звучание со сверхвысоким уровнем прорисовки деталей и правильным распределением акцентов. Кому-то может чуть-чуть не хватить собственной массы, но это уже вопрос не к ЦАПу как таковому, а к связке целиком. Зато здесь превосходная выразительность и просто потрясающая мелодика. Тем, кто ценит максимальную прорисовку, настоятельно, друзья, рекомендую. Стилистический аппарат абсолютно всеяден. Наушники тоже переварил вообще все, что я к нему только подключал. Даже, как
какие-то очень тугие на раскачку планары. В общем, отличный по всем параметрам ЦАП, не убийца топов, но предельно честный, потрясающий, детальный. Мне, друзья, очень понравился. Это был мобильный ЦАП iBus ADC-06. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Также подписывайтесь на социальные сети ВКонтакте и Телеграм. Всем пока.